Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале «Как похудеть». Всем на самом деле доброе воскресное утро. Я сейчас иду в магазин вместе с вами. Все никак не привыкну, что двери здесь у нас открываются вот так. Так, закрываем калиточку, чтобы у нас все было культурно. И идем с вами. Заодно вам покажу, как красиво у нас тут есть, какие красивые виды. И мы с вами сегодня поговорим о том, чем мы с вами будем заниматься с 1 ноября. Потому что до Нового года останется всего 2 месяца. И поскольку я занята была всем тем, что связано с налаживанием жизни после переезда, времени на то, чтобы проводить марафон и так далее, было мало. Сейчас минутка такая супер позитива, потому что я этот вид обожаю и всегда не могу что-то поменять камеру. Ну, ничего страшного, значит, идемте так. Я вам сейчас это так покажу. Вот, это, просто супер. С удовольствием всегда здесь прохожу и обязательно останавливаюсь, если есть время, конечно, и смотрю. Итак, чем мы с вами займемся с 1 ноября? С 1 ноября мы с вами запускаем марафон, он будет проходить на YouTube. Честно, как еще все это будет проходить, я не знаю. Именно поэтому я сейчас снимаю это видео, потому что мне нужна от вас обратная связь, как от пользователей, да, так скажем, от тех людей, которые будут участвовать, потому что многие приняли участие в первом марафоне, когда у меня была сломана рука, вот, и вчера в прямом эфире многие поделились своими, отличными просто результатами, вот, поэтому почему бы нам с вами это все дело не продолжить. Но, как всегда, да, есть хорошо, а есть лучше. И, естественно, первый раз, когда что-то ты делаешь, бывают какие-то недочеты, что-то, возможно, вы не увидели и так далее. К чему все это? Я вас прошу в комментариях под этим видео написать ваши пожелания, ваши впечатления. Если вы принимали участие в первом марафоне, то напишите, пожалуйста, про это, потому что на самом деле это очень важно для меня, я же стараюсь. Вот, и хотелось бы узнать, были ли у вас какие-то достижения по снижению веса, продолжили ли вы, или напишите обязательно, еще всегда есть какая-то доля недоработок. Вот, и именно про это я вас прошу написать в комментариях. Напишите, пожалуйста, какая тема лично для вас в первом марафоне была недостаточно раскрыта, или вдруг я ее совсем упустила. Такое тоже на самом деле бывает, потому что все мы люди, и я благодаря вот тем комментариям, вашей обратной связи учусь на самом деле каждый день. И мне на самом деле это нравится, потому что я хочу лучше и лучше помогать вам, и чтобы все это дело было эффективнее, проще и приятнее для вас. Поэтому в этом видео я вас прошу написать свои какие-то вопросы, пожелания, то, чего вы не видели в первом марафоне. Если вдруг вы не смотрели первый марафон и не принимали в нем участие, доброе утро, то это абсолютно не значит, что вам нужно срочно пересмотреть первый марафон. Вы можете просто написать, что именно вы хотели бы увидеть, какие проблемы именно вас беспокоят больше всего. Потому что, все мы разные, и немножечко по-разному у всех все происходит. Поэтому обязательно пишите про это, жду. Еще были такие вчера вопросы про то, когда же видео появятся бабушки. Честно, до сих пор мы это все дело обсуждаем с родными, пока решение еще принято не было. Доброе утро. Вот, поэтому... Потому что это моя семья, и точно так же, как у нас с Сергеем, да, взвешенное решение было абсолютно не показывать в наших роликах детей, потому что дети — это самое дорогое, что у нас есть, и я не хочу какую-то гадость про них читать, потому что всегда есть ненормальные люди. Вот, и просто сейчас мы столкнулись с тем, что когда мы с мамой вместе живем, она мне приходит и говорит: ты знаешь, и я какие-то комментарии там не успею блокировать каких-то пользователей, да, не успеваю что-то там удалить, и она мне: ты знаешь, что тебе там написали? Ну и читает какой-то комментарий ненормального, да, там, к сожалению, несчастного человека, вот.
и говорит: какой ужас, вот как они могут такое там писать. Ну, я думаю, вы все понимаете, что любой маме будет неприятно, что пишут про ее ребенка. И тут я себя ставлю на место моей мамы и думаю, что обязательно, да, интернет — это место для всего, да, это отражение на самом деле нашей жизни. И, соответственно, если, про меня пишут всякие гадости, почему бы людям не написать гадости про мою маму? А я их должна буду читать, удалять и так далее. Нужно ли мне это? И зачем мне это вообще нужно? Честно, я не знаю, я не решила, потому что, с одной стороны, интересно расширить наш формат вещания. С другой стороны, я думаю, может быть, лучше и не надо. Вот, поэтому пока эта тема остается у нас под вопросом. Я вообще, кстати, чего иду-то в магазин? Я иду в магазин за творогом, потому что к нам сегодня на кофе придут соседи. Сейчас одену маску. Она у меня в кармашке, потому что у нас все в присутственные места, магазины и так далее ходят обязательно в масках. Ну а потом мы с вами пойдем обратно и поговорим, продолжим наш разговор. Так что до встречи! В магазин я сходила, творог я добыла, но, кстати, здесь в Лидле мы берем творог 25% жирности, здесь 10%. Но у меня дома осталось немножечко 25% творога, то есть, в общем, я думаю, получится хорошо. Буду печь для соседей кексики, вот эти, которые с овсянкой я делаю, потому что они быстрые, вкусные, простые и подходят для того, чтобы их можно было даже раз в недельку в середине дня поесть, раз уж гости придут. Вот, потому что им всем очень интересно, что же мы на самом деле такого едим. Потому что они спрашивают, когда мы там с Сергеем говорим, мы там так похудели, там и так далее, и рассказываем про то, что мы едим, и они там уточняли, едим ли мы мясо, потому что в Сербии это важный вопрос, и вообще, что же такого мы едим, вот, заодно их сегодня угостим прям нашим таким семейным рецептом, вот, так что я от вас жду обязательно ваши пожелания, какие-то ваши вопросы о том, что вас лично беспокоит, с каким моментом вы не можете разобраться. И еще в ближайшее время очень хочу, не то что хочу, а сниму видео о том, как удержать вес, вот это вот есть выражение, и я его раньше использовала, и о том, как сохранить вес. И сейчас, когда я столкнулась с тем, что тот результат, который у меня сейчас, да, тот результат, который у Сергея сейчас, он нас, оказывается, полностью просто устраивает. И, честно, ничего особого для того, чтобы вес этот сохранять, удерживать и так далее, мы абсолютно не делаем. То есть мы питаемся, как уже привыкли за все это время. Поэтому я считаю, что на эту тему нужно будет отдельно поговорить. Вот, такие у меня мысли. Еще вы спрашивали про личное сопровождение. Итак, про личное сопровождение до конца еще не решили. Почему? Потому что для этого нужно время, но все, я думаю, будет стартовать с 1 ноября, потому что за следующую неделю мы уже точно должны разобраться со всеми какими-то моментами, проблемами. Вот, и уже начнем полноценно работать. Про личное сопровождение. Чем личное сопровождение отличается от самостоятельного похудения? Оно, как в принципе и задумано, личное, индивидуальное, подразумевает персональную работу, персонально с вами и вашими особенностями, вашими проблемами и так далее. Потому что бывает такое, что во время первой часовой консультации проблемы не в еде, допустим, у кого-то, да, а проблемы в режиме питания или еще что-то. То есть вы знаете, такие какие-то мелочи выясняются. И меня это каждый раз удивляет. И человек, и я понимаю, что я была, точно такой же, потому что меня выбивало из этой колеи то одно, то другое. И потом иногда нам всем нужен человек, который скажет: у тебя получится, продолжай.
мне тоже было тяжело. И хотя я это каждый раз говорю на YouTube, да, и это действительно так, вот, но есть люди, которые готовы за это заплатить и которые хотят именно личного сопровождения. Вот, вся эта информация будет в Инстаграм. Кстати, если до сих пор не подписаны, обязательно подписывайтесь. Видите, все-таки я немного запыхалась, потому что иду и еще говорю, ну вот так хорошо у нас здесь. Мне просто замечательно. Вот, сейчас еще с вами поднимемся в горку и постоим, подведем итоги этого видео. Вот, поэтому про марафон я вам рассказала. Про маму и бабушку тоже мы с вами поговорили. Про... так, тут что-то скользко. Роса на травке, надо быть аккуратнее. Вот, про момент с тем, чтобы... про личное сопровождение я тоже рассказала. Потому что вот такие моменты, да, есть люди, которые говорят, я не могу, и это так, отказаться, допустим, сразу от выпечки. Мне нужно, ну, от хлеба, да, от обычного. Мне нужен, я с детства так привыкла есть хлеб каждый день. Блогеру надо быть аккуратнее. Вот, и тогда у нас был такой случай. Вот. И мы, ну, как-то ситуацию-то надо решать. И понятно, что человек, я-то знаю, что любой человек может прекрасно, отлично жить и не есть хлеб каждый день. Но сначала ему нужно дать не запрет, а понять, что можно есть хлеб, можно худеть. То есть, чтобы у человека перестало так вот именно на этой теме зацикливать. И мы с девушкой добавляли каждый день бутерброд хлеб и масло. Ну, так она привыкла, так ее мама приучила, да? Много лет она с этим жила. И потом уже часть завтрака мы делали более, ну, редуцированную, потому что у нас уже был хлеб с маслом. И потом уже, то есть сопровождение закончилось и так далее, и так далее. Прошло какое-то время, она мне писала о своих результатах, и она пишет, вы знаете, Мария, я теперь не ем хлеб каждый день, потому что мне стало есть интересно, ну, разные завтраки. И я, да, вот на своем, что важно, да, на своем личном, ну, опыте поняла, что мне не нужен хлеб каждый день, чтобы чувствовать себя сытой, чтобы чувствовать себя хорошо. И это вот такие моменты, когда я считаю, что это вот в том числе и моя победа, что мы пришли с клиентом вместе к тому, что можно нормально питаться, можно жить без диет и чувствовать себя счастливой, ну и, конечно же, расставаться с лишним жиром. Вот, поэтому, вы знаете, ситуации все разные. И, казалось бы, какие-то простые вот такие моменты, и люди настолько, так же, как и я в свое время, погружены вот в это, то, что не получается, осуждение со стороны. Сами мы себя судим замечательно, наверное, да, как мы сами себя судим, никто нас не осуждает. Вот, и не видно какого-то просвета. И мне в основном, да, получается помочь людям, и это, конечно, невероятно круто. Опять, это абсолютно не реклама, просто вы спрашивали, что такое индивидуальное сопровождение. Я вам и рассказываю. Почему? Потому что мне рекламировать себя не нужно. Кто хочет, тот обратиться, а так все, чтобы вы похудели абсолютно бесплатно, и я при этом буду очень сильно счастливой. Есть на Ютубе, есть в Инстаграме, нужно только начать. И если вдруг вы считаете, что понедельник хороший день для того, чтобы начать, это не так. Воскресенье хороший день, чтобы начать. Любой день отличный для того, чтобы начать. Поэтому сейчас, посмотрев это видео, вы можете включить марафон похудения и начать уже сегодня абсолютно бесплатно. Плейлист включите Мария Мироневич и составьте личный свой план похудения и начните худеть с воскресенья. И в понедельник вы уже начали, и это будет супер. И, конечно, напишите мне комментарий о том, что вы думаете. Если это видео было для вас полезным, поставьте, пожалуйста, лайк, оцените нашу работу. Всем добра, любви, отличного воскресенья. Ну и, конечно, берегите себя.